Всем привет, друзья! Сегодня готовим необычные, сочные, нежные отбивные, которые будут просто таять во рту. Рецепт приготовления очень простой, но он имеет два своих секрета. Итак, берем небольшой кусок мяса. У меня сегодня свинина, но таким способом можно приготовить любое мясо. Мясо нарезаем на пластины толщиной примерно по 1 сантиметру, из которых мы будем отбивать отбивные. Каждую отбивную с двух сторон мы вначале будем отбивать молотком той стороной, где большие зубья. А затем перевернув молоток второй стороной, мы мясо с двух сторон будем отбивать маленькими зубьями. Маленькие зубья, так сказать, увеличивают площадь мяса, а большие более его хорошо размягчают. Ну и после того, как вы отбили уже один кусок мяса, его нужно будет вначале поперчить и посолить. Соль и перец добавляйте по своему вкусу. Затем соль и перец вот так вот аккуратно рукой прижимаем хорошо к мясу, переворачиваем отбивную на вторую сторону и делаем то же самое. Ну и посмотрите, отбивные у меня получились слишком длинными, я их буду разрезать пополам, сделаю более маленькими, так будет удобнее их обжаривать. Затем мы будем их вот так вот складывать стопкой отдельно в тарелку. Ну а с остальными кусками мяса, которые вы заготовили, делаем все точно так же. Ну и вот посмотрите, вот такие две небольшие стопки. Здесь у меня получилось ровно 10 отбивных. Мы их пока что отставляем в сторонку, а сами займемся первым секретом. Далее мы берем глубокую тарелку и 3 зубчика чеснока. Чеснок нам нужно пропустить через чеснокодавку в тарелку. Ну а дальше нам понадобится минеральная, сильно газированная вода. В тарелку к чесноку нам нужно будет примерно налить 100-150 мл минералки. Затем берем ложку и очень хорошо перемешиваем чеснок с водой. Далее нам нужно будет брать отдельно каждую отбивную и вот так вот по чуть-чуть погружать ее в воду. Смотрите, ни в коем случае не погружайте мясо стопками, потому что между слоями мяса вода плохо будет проникать и мясо будет намного жестче. После того, как вы переместите все отбивные в тарелку, доливаем еще воду таким образом, чтобы вода была на 5 мм выше мяса. Берем пищевую пленку и хорошо обворачиваем верхушку тарелки таким образом, чтобы пленка плотно покрыла тарелку и как можно меньше воздуха попадало внутрь. Затем тарелку ставим в холодильник на нижнюю полку минимум на 1 час. Если у вас отбивные простоят дольше, будет только лучше. Через час мы приготовим второй секрет. Это будет кляр, но кляр будет необычный. Нам понадобится 2 яйца. Как вы видите, у меня сегодня будет двойной бонус. У меня сегодня такое впервые, чтобы 2 яйца и сразу же в каждом по 2 желтка. Но для нас это будет только лучше. Яйца нужно немного посолить и поперчить. Соль и перец, как всегда, добавляйте по своему вкусу. И второй секретный ингредиент это будет ряженка. Я добавлял ряженку, я пробовал кефир, я пробовал просто молоко. Наиболее вкусно, я уверяю вас, получается именно с ряженкой. Ее мы добавляем вначале не слишком много. Ну и в самом конце в эту же тарелку нам нужно добавить 2 столовые ложки муки. Берем вилку и стараемся аккуратно, очень хорошо все перемешать. Смотрите, в это время, если вы заметите, что ваш кляр будет слишком густым, можно опять добавлять ряженку. По итогу сам кляр у вас должен быть похожим на не слишком жидкую сметану. Примерно через час достаем отбивные из холодильника, снимаем пленку и видим, что вода немного впиталась в отбивные. Всю лишнюю воду, которая есть сейчас в тарелке, нужно будет слить. Сковородку устанавливаем на огонь чуть ниже среднего, вливаем в нее подсолнечное масло и дадим ему хорошо раскалиться. Каждую отбивную нужно будет хорошо окунать в кляр, так чтобы кляр был хорошо покрыт с двух сторон. Далее мы отбивные отправляем на сковородку и обжаривать будем с каждой стороны примерно по 2-3 минуты. Но следите за своей сковородкой. Самое главное, чтобы вам ничего нигде не пригорело. Через 3 минуты аккуратно переворачиваем наши отбивные на вторую сторону и со второй стороны обжариваем тоже 2-3 минуты. После того, как ваши отбивные уже прожарятся, снимаем их в отдельную тарелку. Можно бумажное полотенце не использовать, жирными они не будут. Ну а по итогу у меня получилась вот такая вот большая тарелка очень вкусных, нежных и очень-очень сочных отбивных. Подавать такие отбивные можно с любым гарниром, а также их можно кушать как отдельное блюдо. Ну что ж, друзья, на этом у меня сегодня все. Вот такие вот необычные отбивные получились. Рекомендую вам приготовить и попробовать хотя бы один раз. И я уверен, это будет самый любимый ваш рецепт. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео. Всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная кухня.